Всем привет, друзья! В этом ролике я вам покажу одну простую, супер простую стратегию, по которой я когда-то начинал торговать и разгонять свой депозит, вообще когда только начинал заниматься трейдингом. Это очень простая стратегия, но здесь нужна внимательность, то есть здесь небольшая насмотренность нужна. И тогда вы сможете уже реально начать зарабатывать. Единственное, какая сумма будет зависеть все только от вас, от вашего депозита и от того, насколько вы поймете данную стратегию. Поэтому обязательно лайк под видео, подписка на канал. Мы начинаем. Напоминаю, что торгую я через торговый терминал по signals.com, ссылка находится в описании под этим видео. Бесплатный торговый терминал доступен совершенно всем, каждому. Его очень легко получить, никаких сложностей, никаких проблем у вас не возникнет. Что я делаю? Первым делом, поскольку торгую на биржевых активах, то есть это биржевые активы, Форекс активы, которые прямо сейчас торгуются на мировом рынке. То есть это активы без приписки OTC, то есть это реальные биржевые активы, которые прямо сейчас на мировом рынке торгуются. Но с чего мы начинаем торговлю? Мы заходим в экономический календарь и первым делом смотрим новости высокой и средней важности. Смотрим, чтобы прямо сейчас в моменте у нас никаких новостей важных не было по нашим активам, по которым мы торгуем. За 30 минут до, через 30 минут после выхода новостей мы начинаем снова торговать. То есть в новости и за 30 минут до, 30 минут после мы не торгуем. Я рекомендую не влезать в рынок, то есть дать рынку немножечко продышаться и набрать силу направления тренда нового после новостей. Только после этого начинаем работать. Сейчас никаких важных новостей по активам нету, поэтому закрываем экономический календарь, переходим в торговый менеджер. Работать буду при помощи торгового менеджера, который сам в автоматическом режиме будет все сделки вести, то есть и подсказывать мне, какая сумма сделки следующая будет. То есть если минус, то что делаем далее, если плюс, то что делаем далее. Я выбираю Martingale. Мне нравится больше всех по Martingale торговать, потому что депозит растет достаточно быстро, во-первых. Во-вторых, у меня есть возможность ошибиться, то есть я могу там 5 раз ошибиться и спокойно дальше буду себя чувствовать. То есть на шестом перекрытии я выйду все равно в плюс. $100 на одну сделку. То есть, если у меня будет минус, то следующая сделка у меня, соответственно, будет на $220. Если вторая сделка будет в плюс, то я заработаю суммарно уже $125. То есть, я все равно буду в плюсе. То есть, автоматический торговый менеджер помогает рассчитывать мне сумму каждой новой сделки. И нажимаю старт сессии. Автоматически у меня запустилась торговая сессия, и прямо здесь мне подсказывает, на какую сумму нужно открыться. Если будет минус, то на какую сумму будет перекрытие. Это что касается управления риск-менеджментом. Есть у нас партнеры, кто выбирает не Martingale, а Mozaniello. Кто-то каскадный Martingale, кто-то свободную стратегию, все зависит от вас. Когда вы поймете, как работает данный торговый менеджер, вы уже сможете спокойно сами принимать решение, какую стратегию вам выбрать, как по ней работать. Я же торгую по Martingale. Что мне нужно делать? Я открыл такой инструмент, называется Pocket Dashboard, версия 4.13. Английская, русская версия, есть на выбор. Настройки. Все по дефолту, все настроечки стоят стандартные. Ничего здесь не менял. То есть некоторые партнеры говорят, что это примитивный индикатор, требует доработки, кто-то у нас дорабатывал. Да, это очень хорошо, но сейчас я записываю ролик, потому что мне нужно получить достаточно большое количество сигналов для того, чтобы спокойно записать видео. По доработанным инструментам вы можете найти более обновленные версии данного инструмента в каталоге скриптов. То есть переходите в скрипт-каталог и пишите просто дашборд. И здесь уже большое количество данных инструментов. Есть 4.8 версия от наших партнеров, есть еще разные версии. Конкретно, которая сейчас запущена у меня, это версия 4.13, но англоязычная версия. То есть она где-то вот в конце находится. Вот она, Pocket Dashboard версия 4.13N. То есть от Stan Todd, автор. Далее я просто ищу активы, по которым у меня будет написано Strong Buy или Strong Sell. Можно Buy Sell искать. Единственный важный момент, что покупаем мы всегда на коррекции. То есть видим красную свечу, только после этого покупаем. Открывать сделку буду на 1 минуту на $100. Сейчас дожидаюсь 7 секунд и буду открывать на покупку, то есть по тренду. Кстати, все, не вхожу в сделку, видим, нейтрально. То есть у меня сейчас связка индикатора говорит нейтрально, не входить в сделку. Значит, я просто не вхожу в сделку. Отличный пример. Видим нейтрал, не входим. Только когда видим buy и sell, только тогда мы входим в сделку. Вот, допустим, у нас хорошая ситуация, пока что говорит в buy, по M1 у нас идет коррекция на продажу, по M1 sell, вот коррекция. Что значит коррекция? Это когда у нас есть восходящее трендовое движение, затем график уходит в противоположную сторону. Это значит, что у нас происходит коррекционное движение. Нам самое главное, что у нас M5, M10 говорят на покупку, то есть есть согласованность двух таймфреймов M5 и M10.
И после данного коррекционного движения входим на покупку. То есть дожидаюсь 6-5 секунд и вхожу в сделку наверх, на повышение. Все, вошел в сделку на повышение на 1 минуту. Если будет минус, я беру всего лишь один догон, то есть 2 сделки на каждый актив. Если здесь будет 2 минуса подряд на данном активе, то есть минус первая сделка, минус вторая сделка, то я исключаю этот график, я перехожу к другим активам и ищу новые ситуации. То есть видим, что у нас сейчас есть согласованность по М5, М10, тренд наверх. Мы можем дополнительно активировать, например, Moving Average, скользящую среднюю. Настройки устанавливаем, отключаем данные 2 линии. Здесь устанавливаем период 50 для того, чтобы нам видеть текущий трендовое движение. Видим тренд вверх, восходящее трендовое движение. У нас была коррекция по М1, говорил на продажу, но М5, М10 говорили на покупку. И сейчас дожидаемся 4, 3, 2 секунды, 1 секунда. Бам, есть плюсик. Первый плюс забрали. Значит, я догоны здесь никакие не открываю, то есть оставляю $100 на сделку. Сейчас первый шаг мартингейла у меня. Что я делаю? Могу здесь же остаться и снова открыть на покупку. Давайте прямо сейчас открою отсюда на покупку, не буду новую свечу дожидаться, как раз таки словил красную свечу, пробую открыть сделку все равно на повышение, поскольку у нас говорит инструмент в buy, на покупку, восходящее трендовое движение пока что сохраняется, мы находимся сейчас на текущем уровне, то есть у нас есть здесь небольшой экстремум, то есть минимум, от которого я все-таки пробую открыться вверх. Ждем. Если будет минус, я сразу готовлю двойной догон, для того, чтобы, если что, открыть перекрытие здесь. Сейчас будет минус, поэтому я прямо здесь, все, я не открываю сделку. Видите, я хотел открыть сделку, но мне сам торговый терминал говорит, что доходность стала очень низкой. Не стоит здесь открывать сделку, я просто ее отменяю, ищу новую ситуацию и буду на новом активе делать перекрытие, то есть перекрывать текущий минус. Мы можем посмотреть по торговому менеджеру, сейчас у меня минус $17, потому что одна сделка была в плюс, а одна сделка была в минус. Ищу новую ситуацию и показываю вам отработку. Все, открыл сделку на $220 вверх. Почему я это сделал? У нас 3 таймфрейма говорят покупать, то есть раз покупка, 2 покупка, 3, то есть на М1, М5, М10 говорит покупать. Это первое. Второе, у нас новое трендовое движение восходящее, то есть если до этого у нас было нисходящее движение, глубокая коррекция была, после восходящего движения коррекция, и сейчас у нас снова говорит, то есть тренд наверх, то есть восходящее трендовое движение. Поэтому открыл сделку. Тем более сейчас прямо в данный момент, говорят, агрегация таймфреймов 3 из 3 говорят покупать. Strong buy. Отличненько. Дожидаюсь окончания сделки. 5 секунд, 4 секунды, 3, 2, давай, 1. Есть плюс. В дневник трейдера у нас запись произошла, $183 уже заработал. То есть было 2 плюсовых сделки, 1 минусовая, и я в плюсе. Это плюс торговый менеджер, который сам вам считает, сколько сделок вы сделали, сколько трейдов провели, то есть сколько сделок открыли. Все супер. Еще новую ситуацию показываю, снова отработку. Кстати, прямо здесь можно на $100, то есть нам говорят первая сделка на $100. Прямо здесь я сейчас через 30 секунд открою сделку снова на повышение. То есть дожидаюсь закрытия свечи, она сейчас у нас красная будет свеча. Если будет зеленая, то я не вхожу. Если красная, то вхожу, тем более у нас говорит strong buy. То есть всегда вхожу, желательно после красной свечи, видим красную свечу, strong buy или уже buy, и только после этого входим. Есть, открыл сделку на повышение на $100. Опять же, почему это сделал? Потому что у нас говорит на покупку инструмент. Единственный минус у нас есть паттерн engulfing, паттерн поглощения, но поглощение у нас медвежий, то есть возможно движение вниз. Но поскольку здесь нету никаких уровней, то есть сильных уровней, и паттерн по сути у нас показывает просто поглощение на минутной свече, то в принципе можно не воспринимать данный паттерн, то есть данный сигнал. Поэтому у нас есть сигнал на покупку, есть трендовое восходящее движение, есть красная свеча. После красной свечи открыл сделку наверх. Три секунды, 2 секунды, 1 секунда. Отлично. Закрылись снова в плюс. Плюс $91. То есть у нас уже 3 сделки в плюс, 1 сделка в минус. Уже плюс $274. На данном графике сейчас тоже буду брать сделку наверх на $100. Открыл сделку на повышение. У нас есть как раз таки скользящий средний, говорят, вверх по GBP GPY.
Затем у нас есть strong buy, то есть у нас есть трендовое движение. Единственный минус, да, я сейчас вошел после зеленой свечи. Я, то есть, допустил свою ошибку, которую обычно, ну, сам проговариваю, что не входим после зеленой свечи на покупку. Желательно дождаться красную свечу или хотя бы свечу доджи, то есть, когда есть неопределенность. То есть, после такой свечи вхожу на покупку. Все равно, сейчас я открыл сделку, готовлю двойной догон на тот случай, если же у меня сейчас будет минус. То есть, если будет минус, я открываю сделку на повышение, двойную сделку. Был минус, открыл новую сделку на повышение. Остается просто здесь ждать, наблюдать. Если будет снова минус, я готовлю очередную двойную сделку на $484 и буду уже на другом активе открывать. Вообще супер, еще одна сделка закрывается в минус, поэтому еще новую ситуацию, это очень хороший пример для того, чтобы показать, как бывает, то есть какая реальность, то есть не бывает, как вам показывают некоторые сплошные плюсы, не бывает такого. Поэтому вы должны понимать, что плюсы это... То, что вам показывают, бесконечная череда плюсов, но это просто красивая картинка. Кто-то на демо-счете работает. То есть открывают демо-счет, подменивают там демо на реал, текст только меняют, и все, и показывают там красивую картинку. Нет, в реальности минусы, они достаточно часто случаются, поэтому самое главное то, как вы отработаете свою стратегию. Здесь мы находимся на уровне поддержки. Попробую сейчас открыть на пробой, сделку открываю на понижение. Да, опять я вхожу после красной свечи, как бы, да, после большой на понижение, но вот у нас здесь зеленая свеча была. Можно как раз-таки после зеленки открыть красную на пробой текущего уровня. Тем более у нас говорит тренд, очень сильный тренд на понижение, нисходящее трендовое движение, импульсная свеча была. Ее не откупили, то есть данная свеча не была откуплена, поэтому ожидаем, чтобы у нас сейчас закроется сделка в плюс. У нас очень сильная сделка на продажу, как раз-таки на пробой текущего уровня. 2 секунды, 1 секунда. И да, сделочка у нас закрылась в плюс. То есть я перекрыл предыдущие 2 минуса. То есть у меня был плюс, затем минус, 2 плюса, 2 минуса и снова плюс. Итого я сейчас за запись данного ролика заработал плюс $346. Я считаю, что это хороший результат. Да, винрейт не самый высокий, но вы должны понимать. То есть любой новичок все равно так или иначе будет немножечко где-то минусить. Это неизбежно. Самое главное, чтобы вы понимали свою стратегию, могли вовремя перекрыться, найти хорошую ситуацию по сделке и любой минус превратить в свой плюс. Напоминаю, что получить наш торговый терминал вы можете по ссылке в описании под этим видео. Вы также можете использовать конструктор скриптов, то есть с помощью нейросети по нашим инструкциям, простым, банальным, базовым инструкциям сможете создать любой свой инструмент, так же как сейчас эти инструменты создают наши партнеры. Или же взять любой инструмент из каталога и использовать их в своей работе. Обязательно ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал. И я забираю свои $346, завершаю текущую торговую сессию, забираю свой плюс. Вы сможете точно так же, запомните, у вас все получится. Пока-пока.